Всем привет! Сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему выбора фонарика на EDC. Тема не новая, видосов полно, но тем не менее хотел рассказать свой взгляд на эту тему, может быть кому-то что-то будет полезно. На примере небольшой своей коллекции фонариков хотел бы вам рассказать, на что стоит обратить внимание при выборе фонаря. Постараюсь коротко по каждому пункту, чтобы не затягивать видос на час и более. Поэтому буду подписывать характеристики фонарей на экране, название, характеристики. Если вам что-то интересно по каждому пункту, по каждому фонарю, пишите в комментариях. Если наберется довольно большое количество желающих послушать на ту или иную тему, я запишу отдельное видео. В первую очередь хотел задать вам такой вопрос. Как вы вообще думаете, какой главный параметр для фонаря, который вы будете носить с собой каждый день? Это максимальная яркость? Может быть, количество часов, которые он проработает, размер, вес? Мне кажется, все это ерунда по сравнению с тем, что фонарь в первую очередь должен вам нравиться. Потому что если вам фонарь не нравится, неважно, там может быть несколько тысяч люмен, он может быть компактный, с очень гибкой настройкой, но вы купите его, пару дней поиграетесь, потом положите на полку, и у вас благополучно будет пылиться. Вы им пользоваться не будете, и потом, наверное, продадите. Поэтому в первую очередь, на мой сугубо личный взгляд, фонарь, который вы будете таскать с собой каждый день, как и большинство вещей EDC, я считаю, что это аксессуары в первую очередь, и полезные аксессуары, которые помогают комфортнее проводить свое время какое-то повседневное, они должны вам нравиться. Это, на мой взгляд, первостепенная задача данных предметов, чтобы вы от них получали какой-то кайф. Наверняка сейчас многие напишут опять в комментариях, что вот у меня есть смартфон со вспышкой, я ей подсвечу, мне больше ничего не нужно. Друзья, я с вами полностью согласен. Если вы не работаете там где-то в шахте, вы не шахтер, не метростроевец, не охранник ночной, вам за глаза хватит обычно вспышки, но вы же не за этим сюда зашли, правильно? Вам наверняка интересна тема фонарей, тема EDC. Как я говорил в начале видео, самый первый пункт, самое главное, это для того, чтобы фонарь вам нравился, потому что если вам не нравится, не важно, какие у него характеристики. Размер и вес. Определите для себя, какие параметры конкретно для вас являются оптимальными. Будете ли вы носить фонарь в кармане, либо в сумке, либо на ключах, либо где-то в рубашке, в кармашке, есть такие, как ручка фонарей. Поэтому определите для себя, какой форм-фактор вам интересен. Лично для меня на кармане, по моему мнению, удобно носить фонари размером до 10-11 см, с массой до 130 грамм и элементом питания не больше, чем 18650. Такие Потому что все, что больше, уже лично мне носить на кармане некомфортно. Это не значит, что нужно покупать сразу максимального по размеру фонарь. Давайте параметры. Можно, вам может нравиться носить что-то на ключах, такие маленькие фонари, на маленьких элементах питания. Это то, что максимальный размер для меня, который комфортен на кармане. Если мы поговорим по поводу ношения фонаря в сумке, здесь уже можно немножко больше размер себе позволить. До 14 сантиметров фонарики весом до 200 грамм, элементы питания 21700, кстати, сейчас очень популярны. Они немножко больше, чем 18650, но при этом обладают намного большей емкостью. Это что касается веса и размера. Поэтому определитесь в первую очередь с тем, где вы будете его носить чаще всего. По форм-фактору. Есть множество фонарей наключных на АА батарейках, мизинчиковых, так называемых. Есть такие фонарики, которые работают на аккумуляторах, причем выдают довольно-таки большую яркость, 130 люмен. Есть фонари, которые можно использовать в каком-то НАЗе, Nightcore, например. У Nightcore, кстати, очень много всяких наключников интересных, можете посмотреть у них. Есть фонари ручные, которые чаще всего используются для EDC. Есть фонари так называемые Г-образные, универсальные. Очень интересный форм-фактор. Обзор на этот фонарик у меня был давно-давно на канале. Он позволяет его носить как на лбу с помощью резинки, специальной. Такая резиночка. То есть вставляете и таскаете как налобный фонарь. Также позволяет с помощью магнита, здесь в торце есть магнит, носить, прилеплять его и работать где-то, например, под автомобилем, колесо поменять. Очень удобный форм-фактор. И в руке можно носить как ручной фонарь, и на лбу. И самые распространенные фонарики — это ручные фонари. Тут уже как вам нравится, под ваши задачи, что вам удобно. Рекомендовать только могу показать, а что вам понравится, выбирайте уже сами. Какой форм-фактор вам предпочтительней. Этот очень универсальный фонарь, вообще подобного плана, не конкретно этот, а подобного плана фонари могут заменить вам и на природе налобник, и в городе ручной фонарь.
По поводу светодиодов, их количества и яркости. Ну, много не значит лучше. Вот китайцы любят лепить, да, 500 светодиодов синюшных, дешевых самых. Это крайне не советую это покупать, сразу говорю. Вот китайские с Алиэкспресса с огромным количеством линз-диодов, это полный ширпотреб, даже не рассматривайте это покупки, это выброшенные деньги. Вот. В первую очередь, чтобы диоды должны быть качественные. Существуют диоды с высоким CRI, так называемым, это индекс цветопередачи. Например, вот этот фонарь EDC, Lumentop EDC18 у меня с диодами с высокой цветопередачей. Либо некоторые производители указывают характеристики прям, ну вот на ободке, например, Light часто указывают, что 70. Чем выше, тем лучше. То есть, если он ближе к 100, значит это максимальная цветопередача, то есть у вас все предметы будут выглядеть максимально естественно, как они выглядят при обычном дневном свете. Кому-то это может быть важно. Зачастую у них немного меньшая яркость, немножко больше стоимость, но кому-то это может быть важно, поэтому обратите на это внимание. Яркость. К сожалению, маркетологи идут на все, чтобы вы купили тот или иной товар. Поэтому фонари не исключение, и все пытаются написать максимальные какие-то значения яркости. И зачастую цифры, указанные на коробке, не имеют ничего общего с действительностью. У хороших производителей, проверенных, эта цифра действительно соответствует действительности, но лишь на какой-то маленький промежуток времени. Вот этот фонарь может выдать 3000 люмен. Да, он может это сделать, но в течение 30 секунд потом он перегревается и уходит в защиту, либо понижает яркость. Вот в таком форм-факторе максимум, на что можно рассчитывать на сегодняшний день, стабильная работа где-то 800 люмен. То есть это хороший показатель яркости для такого типа фонариков, вот такого размера. Все, что пишут больше, это непродолжительная яркость, поэтому не стоит на нее ориентироваться. Если, конечно, вам нужен какой-то вау-эффект, то, что там на 5000 люмен светанул там на 10 секунд, да, можете рассматривать такие фонарики, но работать они все равно будут до 800 люмен. Надеюсь, понятно объяснил. Вот, по поводу оттенка, что хотелось сказать. Тут уже вопрос вкуса, потому что кому-то нравятся более теплые тона, кому-то более холодные тона. От 2500, да, вот такой фонарик от яркого луча. Очень теплый, наверное, самый теплый, который мне удалось найти вообще на рынке. Часто использую его вот с таким вот силиконовым рассеивателем. В лагере ставишь, очень классно освещает, такая ламповая уютная штука получается. Он очень теплый, прям желтый такой цвет. Есть наоборот, у меня очень холодные фонари. Nightcore P18, вообще очень интересный дизайн у него. Он мне зашел в первую очередь дизайном и управлением. Если интересно про него посмотреть, пишите, сниму отдельно. Потому что фонарь довольно-таки интересный. Здесь небольшой тюнинг в форме коронки уже установлен. Такой интересный фонарь. Он у меня холодный. А у Light, как и у Nightcore, очень сложно найти теплые оттенки. Вот этот фонарь выбивается из всей линейки, потому что он, во-первых, странный, да, тактический фонарь. Он позиционируется как подствольный, он довольно-таки дальнобойный, при этом имеет теплый оттенок. Еще хотел бы поговорить на тему оптики фонарей, потому что бывают фонари с обычным гладким рефлектором, бывают фонарики с мятым рефлектором, так называемая апельсиновая корка. Разница у них в том, что гладкий рефлектор дает ярко выраженный hotspot, так называемая точка, да, у вас засветка будет с четко выраженными краями. Если мятый рефлектор, он уже более расплывчатый hotspot, так называемая точка, то есть она не будет иметь четких границ и имеет большую боковую засветку. У дальнобойных фонарей обычно гладкий рефлектор. Далее идут так называемый тир-оптика. Она бывает совершенно разная, вот эти все фонари с тир-оптикой. Главное преимущество тир-оптики в том, что она при компактных размерах фонаря позволяет производителям с помощью манипуляции, да, с линзой самой, потому что они все разные, добиться необходимого луча, то есть концентрации светового потока для конкретного фонаря. Например, вот этот фонарь имеет заливной свет, у него, видите, нету ярко выраженного хотспота. С ним я обычно гуляю по лесу, потому что у него высокий CRI, высокая цветопередача, и он имеет очень широкую равномерную засветку. Бывает же наоборот, та же самая тир-оптика тоже, с 3 диодами, но здесь она настроена так, под эти конкретные светодиоды, чтобы он имел максимальную дальнобойность. Это позволяет достичь в компактном корпусе, например, большой дальнобойности, что сложно сделать, имея ограниченные размеры. Вот такая тир-оптика. То есть этот фонарь, позиционируется как дальнобойный. Видите, у него ярко выраженный хотспот, при этом здесь тоже тир-оптика стоит. Либо может быть вот такая тирка,
для максимально заливного света, то есть у него вообще нет хотспота, он имеет вот такой широкий угол засветки, равномерный. Здесь тоже тир-оптика, но при этом, видите, сконцентрированный в центре. Она дает возможность производителю в условиях ограниченных размеров ADC фонарей подобрать оптимальный пучок цветовой. Поэтому тоже смотрите ночные тесты, выбирайте, какой вам фонарь необходим, с обычной оптикой, да, с обычным рефлектором, либо уже с тир-оптикой, вот с такими линзами какими-то, да, под ваши конкретные задачи. Что касается элементов питания и способа зарядки. Элементы питания могут быть как встроенные во всяких наключных фонарях, часто такое бывает. Ну, например, как здесь, да, для примера. Ну, заряжается по micro-USB. Открыли, зарядили. Бывают фонари, у которых нет встроенной зарядки. Ну, например, как этот фонарь, да. Вы достаете аккумулятор, и для того, чтобы его зарядить, вам потребуется какая-то зарядная станция. Ну, в данном случае это станция от Nitecore. То есть вы вставляете, заряжаете аккумулятор отдельно от фонаря, потом обратно вставляете в фонарь и пользуетесь фонарем. Ну, нужно иметь вот такую зарядную станцию, либо большую дома стационарную, это просто компактная, переносная. Следующий вариант зарядки — это встроенная зарядка в фонарях. Ну, на примере, например, вот этого Olight, да, MR2 Pro. У них вот такой вот наконечник есть, который коннектится к вот этой хвостокнопке, и можно заряжать аккумулятор непосредственно в фонаре. Но прошу обратить внимание, потому что зачастую сейчас многие производители крупные начинают делать аккумуляторы уникальные, чтобы вы покупали аккумуляторы у них, как, например, здесь, да, вот у него, видите, два контакта вынесены вот сюда. Сюда обычный аккумулятор уже не подойдет. Вот, поэтому, ну, заставляет вас покупать фирменные аккумуляторы. Сейчас все этим грешат, к сожалению. Ну вот, можно заряжать вот таким способом, да, прикрепили и зарядили. Но вам нужно носить с собой вот этот кабель. Другим вы не сможете зарядить. Или, например, есть фонари со встроенной зарядкой, но не какой-то фирменный, а обычными, там, либо micro-USB, либо Type-C. Как, например, вот в этом маленьком Фениксе. То есть вы просто вставляете порт micro-USB в него, и у вас процесс зарядки пошел. Когда зарядится, загорится зелененьким. Не надо носить с собой каких-то специальных проводов, потому что micro-USB и Type-C сейчас найти, в общем-то, можно везде. Еще один вариант зарядки аккумуляторов — это вот такие аккумуляторы со встроенным гнездом зарядки. Он тоже бывает micro-USB, либо сейчас уже пошли Type-C. Вы просто берете, вставляете сюда тоже кабель, который у вас есть, и заряжаете аккумулятор отдельно от фонаря. Очень удобная штука, но единственное, хочу обратить внимание, такие аккумуляторы, ну, это формата, вот под эти фонари, может быть формата 18650, есть 21700, они разные совершенно форматов бывают. Ну, вот, например, такой, да, от яркого луча, в комплекте, кстати, шел. Но обратите внимание, когда будете покупать аккумулятор, который не шел в комплекте с фонарем, чтобы он по длине подходил к вашему фонарю, потому что они немножко длиннее, могут не влезть. Например, вот сюда, вот, в этот фонарь, этот аккумулятор, ну, с трудом заходит, лучше такие не использовать, потому что они чуть-чуть длиннее, можно поломать какую-то электронику внутри. Ну и, конечно же, куда нам обойтись без обычных мизинчиковых там либо пальчиковых батареек. Ну, вот это, например, литиевая батарейка, они отличаются тем, что у них срок службы намного больше. То есть, если вы фонарем используете фонарь для НАЗа, для какого-то, да, лучше покупать вот такие батарейки, потому что у них долгое хранение, и там на 10 лет можно купить и забыть, он у вас не саморазрядится, потому что во многих аккумуляторах и батарейках есть саморазряд, они постепенно садятся. То есть, вы в самой неподходящей ситуации, рассчитывая на свой НАЗ, можете увидеть, что у вас фонарик сдох. Поэтому обратите на это внимание. Вот такие есть литиевые батареечки для фонарей, которые вы планируете долго хранить. Ну и, конечно же, всяческие обычные батарейки для подобных тоже фонарей, либо 3А, 2А, тоже имеет место быть. Есть аккумуляторы в таком форм-факторе. Ну, такие батарейки, я думаю, что вы можете в любой магазин зайти, если у вас сел фонарь, да, где-то далеко от дома, и купить. Не надо с собой носить зарядку. Что касается форм-фактора батареек, сейчас, ну, наиболее популярны на данный момент пока остаются фонари на элементах 18650. Это самые распространенные аккумуляторы, их можно найти почти везде. Вот такие фонарики работают на них.
Сейчас очень популярность большую набирают новые аккумуляторы 21700, потому что они не совсем, немного больше 18650, при этом обладают довольно-таки большой емкостью против них, да? То есть здесь 5000, здесь 3000. Бывает 3500 максимум. Для таких аккумуляторов 3500 это потолок на данный момент. Здесь бывает 5500, то, что я видел в продаже максимально. Но на EDC на таких аккумуляторах в кармане носить уже не очень комфортно, потому что они тяжелее. В сумке, да, отлично. Хватает намного надольше фонаря. Также раньше были такие, сейчас почему-то не так популярны они стали. Я думал, пойдут, но такие 26 650. Обычно такие крупные фонари на них работают. В EDC очень редко я не встречал, что в EDC фонариках такие аккумуляторы кто-то таскал с собой. Либо для подобных фонарей, то есть это S1 мини Button, да, Olight. Есть, например, у них отличная модель универсального фонарика Olight Perun Mini. Тоже работает на таких маленьких батареечках. 16340. Внутри у него в комплекте шла оригинальная батарейка, тоже с портом зарядки. Они размером со 123 сверху батарейку. То есть бывают фонари, такие фонари, кстати, некоторые работают на двух таких батарейках, CR1, 2, 3, которые, но они очень дорогие, редко вижу, чтобы кто-то использовал, только для хранения на долгое время, в какой-то NAS, потому что аккумуляторы разряжаются, саморазряжаются намного быстрее, чем батарейки. Это единственное, для чего их можно использовать. Так тоже довольно-таки популярный форм-фактор для таких маленьких фонарей. Или есть прям совсем экзотические, да, аккумуляторы, как в этом Фениксе. Здесь не встроенный, здесь такой маленький аккумуляторчик. Для понимания размера, да. Тоже аккумулятор. Что по поводу управления? В первую очередь управление должно быть понятно вам. Потому что если вы дадите новичку, например, такой фонарь, здесь управление кастомное, вы просто заманаетесь объяснять ему, как его даже просто настроить. Потому что здесь столько режимов. Я картинку сейчас вставлю, просто чтобы вы поняли, что здесь режимов очень много. То есть от проверки состояния аккумулятора, да, до, например, эффекта свечи, до блинкера, да, до стробоскопа. Такой стробоскоп, секой. Например, можно имитация молнии. То есть фонарь имитирует вспышки молнии. Понятно, да? Здесь регулировка температуры, здесь чего только нет. Регулировка температуры диода, регулировка отсечки по температуре. Понимаете, что некоторые могут в этом запутаться. Поэтому в первую очередь вам должно быть самому понятно, интуитивно, как работать с данным фонарем. Поэтому не стоит сразу покупать какие-то мега навороченные. Некоторым достаточно, фонарь, вкл, выкл, вкл, выкл. Все, больше ничего тут нет. Либо чуть-чуть посложнее, конечно, здесь 3 режима уже. То есть с отворотом головы, минимальный, средний и максимальный режим. Бывает управление 2 кнопками, как здесь. Переключение режимов и включение тактических режимов, стробоскоп, SOS и прочее. Или турбо. Поэтому на управление внимание не акцентирую, у всех фонарей оно разное, к каждому нужно привыкать. Главное, чтобы вам было понятно, как с ним работать. Хотелось бы еще сказать по поводу клипс. Обращайте внимание, когда покупаете фонарик, чтобы качество клипс было высокое, потому что, например, к сожалению, фонарик классный, но эта клипса, если честно, она никуда не годится. Она выглядит дешево, ощущается дешево, функция, конечно, свою выполняет, но клипса подобного рода мне нравится больше. Это, во-первых, двухсторонняя клипса, она с покрытием. Двухсторонняя клипса очень удобна. Например, этот фонарь можно повесить как на гебку, так на карман. Вверх оптикой, так и вниз оптикой. Это очень удобно, как эти фонари. Либо, если какой-то прям совсем тактический фонарь, такая клипса, как у ножа. То есть посадили на карман, у вас почти как нож, это все из кармана торчит. Также можно обратить внимание на комплектацию фонарей, потому что зачастую хорошие фонари идут в комплекте с какими-то подсумками либо чехлами, потому что не всегда удобно, да, носить его просто россыпью в карманах каких. У Light довольно-таки хорошие чехлы. Чехол от Nightcore. Он может вам не пригодиться сразу, может пригодиться потом.
очень удобно вешать, например, либо на пояс можно повесить там за карабинчик, либо с помощью строп на молле. Тоже расширяет функционал по хранению и переноске фонаря. То есть это как такой жирный плюс. Можно, конечно, купить отдельно, но когда это есть в комплекте, это удобно и приятно. Хотелось бы еще затронуть такую тему, как уход за фонарем. То есть фонарь периодически нужно чистить от всяких загрязнений, смазывать. У каждого фонаря хорошего, есть уплотнительные кольца, чтобы туда не попадала влага. Некоторые производители кладут в комплект к фонарям специальную смазку для резьбы. Резьба не должна быть сухой, то есть она должна быть всегда смазана, чтобы у вас хорошо откручивалась и закручивалась крышка, чтобы туда не попадала влага никакая. Резинка должна быть смазана, чтобы она не трескалась, ее не зажевывала. Также кладут вот такие резиночки, так называемые о-ринги. Если у вас случайно износилась резинка, либо вы ее порвали, меняете и дальше пользуетесь и радуетесь жизни. Не обязательно покупать какие-то дорогущие вот эти смазки для фонарей, достаточно просто купить силиконовую. Есть силиконовые не в спреях, как часто покупают в автомобильных магазинах, а в тюбиках. Она как паста выглядит. Вот ей очень удобно смазать. Взяли на ватную палочку, чуть-чуть намазали и смазали резьбу и резинку. И фонарь вам прослужит намного дольше, уплотнение будет надежным. Тоже прошу обратить на это внимание. На этом все. Друзья, надеюсь, вам было полезно данное видео, что-то для себя новое почерпнули. Если есть что добавить, пишите в комментариях свое видение на эту тему, какие-то свои личные взгляды, опыты и предпочтения, потому что у всех опыт разный, потребности разные, взгляды разные. Будет интересно почитать, какой для вас фонарь является на данный момент идеальным, и вы с ним ходите. Поэтому всех жду в комментариях, пишите. Если будут какие-то вопросы по конкретному фонарю, либо по конкретному пункту, светодиоды, яркость, могу снять отдельное видео, если такая потребность возникнет. На этом всем спасибо, подписывайтесь на канал, пока.